Всем привет! Вы на канале Даша Техник. И сегодня я хочу вам рассказать про ГАЗ-51. Этот грузовик является довольно легендарным в отечественном автомобилестроении, но он довольно противоречивым. А в чем противоречие, я хочу вам рассказать в этом видео. А это видео основано на статье Михаила Соколова из «Грузовика Пресс». Принято считать, что все наиболее известные послевоенные советские грузовики конструктивно являлись оригинальными, имели превосходные ходовые качества и как нельзя лучше подходили для отечественных условий эксплуатации той поры. Но, к сожалению, это не всегда соответствует истине. Более того, в отечественной автомобильной истории имеется грандиозный пример обратного, когда измученная американская конструкция, практически не имевшая оригинальных деталей, была затем провозглашена чуть ли не гениальной отечественной разработкой. А результат этой аферы, несмотря на разительное и принципиальное несоответствие его ходовых качеств отечественным эксплуатационным условиям, серийно выпускали в течение 47 лет. Самый массовый советский грузовик ГАЗ-51, к которому уже чуть ли не намертво приклеился эпитет «легендарный». Конечно же, хорошо он известен всем, причем в огромном множестве публикаций, как технической и мемуарной литературе, а также в различном контенте в сети он представляется неким тружеником, простым и надежным и экономичным, который продержался на конвейере 30 лет. Увы, за исключением срока выпуска, это всего лишь искусственно созданный образ, который с самим грузовиком имеет мало общего. Если отбросить многократно переписываемые статьи в статью восторженности и опираться только на факты, то откроется совсем другая сторона медали, неофициальная и не слишком лицеприятная. Дело в том, что 51-й ни по своей конструкции, ни по ходовым качествам вовсе не являлся выдающимся автомобилем, коим его всегда преподносили и даже преподносят до сих пор. В его конструкции не было практически ничего, чем можно было гордиться, и наоборот, присутствовало многое, что, по идее, должно вызывать у создателей чувство стыда. По своей концепции ГАЗ-51 являл собой образец американского фермерского грузовика, то есть автомобиля индивидуального пользования, предназначенного для перевозок небольших грузов по отличным или, в крайнем случае, хорошим дорогам, ведь в Штатах никогда не сталкивались с таким понятием, как непролазная грязь или же распутица. Там было известно лишь одно слово – засуха. Такие грузовики проектировались в США, как правило, с привлечением основных узлов и агрегатов легковых автомобилей, доминирующих в производстве. В частности, в целях унификации на них устанавливали двигатели от легковушек, абсолютно не рассчитанные на грузовые условия работы. И такие моторы ни выносливостью, ни тягловитостью не отличались, но они были дешевые и достаточно мощны для разгона легковых автомобилей, а большего от них и не требовалось. Построенный в СССР Нижегородский, а вскоре ставший Горьковским автозавод изначально был ориентирован на выпуск автомобилей Генри Форда, с той разницей, что в США основной продукцией были легковые Ford A, а полуторатонные грузовики Ford AA занимали весьма скромную нишу. В Горьком же, наоборот, производство полуторок ГАЗ-А стало массовым, а выпуск легковых ГАЗ-А имел второстепенное значение. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Models и Даша Техник. Ссылочка на Телеграм есть тоже в описании. Меж тем, СССР кардинально отличался от США в плане использования автотранспорта и условий его работы. Если в Штатах основу автопарка составляли легковые автомобили, пикапы и легкие грузовики частных владельцев, то в СССР это были государственные грузовые автомобили, сосредоточенные в автотранспортных предприятиях. Перевозки, осуществляемые ими, носили гораздо более централизованный и системный характер. Их намного целесообразнее было осуществлять большегрузными автомобилями, а не легковыми грузовиками. Действительно, самих грузовиков и их водителей нужно меньше. Эффективнее расходуются средства на обслуживание и ремонт. Да и по топливу, ГСМ и резине тоже экономия огромная. Поэтому призывы к конкретному изменению советского грузового автотранспорта в сторону всемирного и первостепенного развития именно большегрузных автомобилей громко звучали на страницах отечественной прессы еще в 1930-х годах. Однако на деле все было наоборот. К 1941 году полуторок в автопарке страны было сопоставимо с количеством всех остальных грузовиков вместе взятых, из которых подавляющее большинство приходилось на трехтонные ЗИС-5, и более грузоподъемные ярославские и импортные грузовики составляли очень маленький процент. И не стоит забывать о том, что в отличие от США с чрезвычайно развитой дорожной сетью и теплым сухим климатом, почти на всем огромном пространстве СССР преобладало бездорожье, усугубляющееся глобальными межсезонными распутицами и глубоким снежным покровом в довольно продолжительный зимний период.
Практика показывала, что большегрузные автомобили с колесной формулой 4х2 или даже 6х4 не способны преодолевать такое бездорожье, и поэтому их применение в основном ограничивалось лишь крупными мегаполисами. А за их пределами на повсеместных грунтовых дорогах и бездорожье лучше всего показывали себя 3-4-тонные грузовики с колесной формулой 4х2 с достаточно мощным, а главное тягловитым двигателем и распределением веса с полной нагрузкой порядка 25% на переднюю ось и 75% на задний ведущий мост. И к такому типу относился ЗИС-5 и ЗИС-150, появившиеся после войны, но изрядно хромавшие в плане изготовления. Несмотря на все вышеизложенное, ГАЗ продолжал гнуть свою американскую линию дальше, еще до конца войны скопировав и запустив в производство сугубо легковой 6-цилиндровый мотор Chrysler под индексом ГАЗ-11, а затем создав грузовик ГАЗ-51 с этим же двигателем. И бесспорно это было очень выгодно самому заводу, ведь выпускать один и тот же мотор для легковых только в 4-цилиндровой версии и для грузовых моделей, а также для другой военной и гражданской техники было значительно проще и дешевле, чем производить различные типы двигателей. И все же выбор этого легкового по своей конструкции мотора для грузовиков и для легких танков, а туда нужно было сразу 2 таких на одно шасси, стало большой стратегической ошибкой. И сейчас, когда открыты и изучены очень многие документы той поры, неизвестные ранее, приходится констатировать, что в годы войны на ГАЗе, несмотря на гораздо более сильный конструкторский потенциал, чем у ЗИСа, созданием послевоенного грузовика всерьез практически не занимались. Основные силы конструкторов были направлены на проектирование и разработку легковой победы ГАЗ-М20 и исполнение военных заказов, а в то время как объемы всех работ по ГАЗ-63 оказались мизерными, а по 51-му в 1943 году никаких чертежей не делалось вообще. И напомню, что первые образцы ГАЗ-51 и ГАЗ-63 с колесной формулой 4х4 появились еще в период с 1939 года по 1940. Однако после 1943 года автозавод нацелили на создание новых вариантов грузовиков. Причем готовые образцы правительство СССР ожидало не позднее 1 октября 1943 года. А насколько справился бы ЗИЛ с этим заданием, остается лишь гадать, поскольку летом того же 1943 года завод подвергся массированным бомбардировкам и в результате сильно пострадал. И в итоге ни времени, ни ресурсов на доработку довоенного прототипа уже не было. Кстати, не исключено, что и сами образцы были уничтожены. В то время в Горьком, кроме выпуска собственных автомобилей, занимались также сборкой поступающих по ленд-лизу американских студебекеров и «Шевроле» и других. И что же в этой ситуации делают горьковчане? На раму ГАЗ-63 1939 года с мотором Chrysler и коробкой передач ГАЗ-АА, он же Ford, 1927 года и оригинальной довоенной раздаткой устанавливают мосты от Студебекера, перевернув передний на 180 градусов под эту раздаточную коробку и подгоняют его же карданные валы. А затем устанавливают его же кабину и оперение, причем кабину придвигают вплотную к двигателю, а капот укорачивают, подрезают и подгибают крылья. Довершали картину укороченная платформа УС-6, американское электрооборудование, светотехника, брызговики и другие мелочи. И на такой конструктор из импортных деталей с примесью довоенных отечественных добро дали сверху в постановлении Государственного комитета обороны о новых типах автомобилей для производства на автозаводах НКСМ, составленном 4 марта 1943 года, имелся такой пункт: разрешить Наркомсредмашу при изготовлении образцов автомобилей использовать отдельные агрегаты импортных машин. А в наркомате понимали, что без этих заимствований автозаводы с заданием не справятся. Конечно, в случае с ГАЗ-63 трудно назвать почти всю его конструкцию из импортных узлов, кроме рамы и раздаточной коробки, отдельными агрегатами. Но, как говорится, что не запрещено, то разрешено. Подлинно новым у него оказался лишь передний бампер, поскольку даже односкатные колеса и те заимствовали у довоенного бронеавтомобиля ЛБ-62. А единственной идеей, которую можно засчитать за оригинальную конструкторскую, был пресловутый сдвиг кабины вперед вплотную к двигателю, сделавший грузовик более компактным. А если для грузовика 4х4 это было неплохо, то для ГАЗ-52 с колесной формулой 4х2, как оказалось потом, являлось серьезным изъяном. Хотя ГАЗ-63 является модификацией базового ГАЗ-51, но первым, как и до войны, сделали именно его. А ГАЗ-51 начали собирать лишь в конце 1943 года, максимально унифицируя его с 1963-м. И в итоге ГАЗ-51 1943 года являл собой раздербаненный Студебекер 6х4, у которого убрали задний мост, изрядно укоротили раму, а вместо родного мощного тягловитого двигателя «Геркулес» воткнули все тот же хиленький легковой мотор Chrysler и коробку передач Ford.
Картонную передачу и оперение доработали по месту. Плюс ко всему даже колеса и шины теперь были американские, Motorville, стоящие на Студебекерах и Шевроле, а также на других ленд-лизовских грузовиках. И для наглядности давайте представим, что, например, ЗИЛ-131, который укоротили и сделали его 6х2, а потом уменьшили капот и влепили силовой агрегат, например, от УАЗа. Вам не кажется, что это бред? А ведь именно таким гениальным способом и был создан обожаемый многими ГАЗ-51, у которого, кстати, изначально не было ни единой сколько-нибудь заметной оригинальной отечественной детали. Правда, в таком студороподобном виде машина проходила недолго. Уж очень грубо и неказисто она выглядела. И поэтому летом 1944 года конструктора вспомнили про более ранние эскизы 51-го с округлыми крыльями и заменили ими Г-образные крылья УС-6. Впрочем, эти конструктивные элементы в плане дизайна вовсе не являлись чем-то новым и оригинальным, а напротив, были хорошо известны по многим автомобилям различных фирм. Но для ГАЗа-51 они стали просто палочкой-выручалочкой. Казалось бы, изменили всего один элемент внешности – крылья, а в итоге машина стала выглядеть совсем по-другому. И главное, она хоть чем-то заметно отличалась от Студебекера. И тут многие могут возразить, ведь шла кровопролитная война и было не до разработок и творческих поисков. Хорошо, хоть какой-то грузовик сделали. Все это так. Однако на месте нынешних историков выдавать за оригинальную собственную конструкцию простую переделку Студебекера я бы не стала. А также вычеркнула бы напрочь из их пафосных рассказов о создании 51-го такие расхожие утверждения, как «по результатам проводившихся в ходе войны опытно-конструкторских работ» или же «уже в 1943 году автозавод приступил к созданию совершенно нового автомобиля». Но факты таковы, что реальный уровень конструкторских работ при изготовлении опытного ГАЗ-51 не поднимался выше гаражного ремонта, а какие-либо конструктивные новинки здесь практически отсутствовали. Конечно, при подготовке серийного производства иностранные узлы заменили отечественными, и даже кое-что подправили, но в целом 51-й так и остался раскулаченным Студебекером 4х2 со слабым мотором, неудачной для условий СССР компоновкой и излишне тяжелым шасси. И о последнем красноречиво свидетельствует такой параметр, как коэффициент тары. Это отношение собственного веса к грузоподъемности. И у ГАЗ-51 он составлял на шоссе 1,1, а на грунте он ухудшался аж до 1,36, так как на грунте нагрузка снижалась до 2 тонн. И для параметра, который должен быть меньше единицы, это очень плохой показатель, если речь идет о серьезной разработке грузовика, а не о спешной переделке из того, что под рукой. Тем более для ГАЗа, конструкция которого, как правило, имела достаточно высокую весовую культуру. И в данном случае даже у во многом недоработанного ЗИС-150, которым тоже занимались по остаточному принципу, коэффициент тары был гораздо лучше – 0,975 на шоссе и 1,1 на грунте. И причина тому – излишне тяжелое шасси ГАЗ-51, ведь по сути это было укороченное до 4,2 шасси УС-6, грузовика совсем иного класса. И в частности неоправданным был отказ от прежних более легких колес типа Ford Gaz AA под 5 шпилек, поскольку и в США, и в Европе в послевоенное время такие колеса массово применялись даже на 3-тонных грузовиках. И тем не менее, это весьма посредственный в целом грузовик ГАЗу удалось не только удержать на конвейере несоизмеримо дольше, нежели чем куда более достойные для этого грузовики, но и со временем настолько впечатать его в людское сознание, как некий эталон, что просто диву даешься. Сама по себе концепция ГАЗ-51 была неплохой, простой и дешевый грузовик, весьма компактный и с достаточно большой платформой. Однако все эти плюсы годились лишь для хороших дорог, которых в СССР по большому счету и не было. И неудивительно, что 51-й стал довольно популярным именно в крупных городах, где на хороших дорогах в основном использовался с кузовом фургоном. Хотя с большинством этих грузов вполне бы справились и 1,5-тонные УАЗ-302 и ГАЗ-56, более легкие и экономичные. Справились бы, если, конечно, бы дожили до серийного производства. Но этого не случилось, а косвенным виновником тому был все тот же ГАЗ-51. Он буквально вытеснил с собой все полуторки как класс. И впрямь, зачем напрягаться и выпускать еще одну машину, когда все ее грузы можно увезти на 51-м? Поэтому в реальной эксплуатации именно 51-е возили и 1,5 тонны, и полтонны, и даже грузы в 100 килограмм, естественно, превращая такие рейсы в убыточные. Однако, если с перевозками по асфальту 51-й вполне справлялся, этого никак нельзя было сказать о гораздо более массовых и объемных в масштабах страны сельхозперевозках. И напомню, что на грунте грузоподъемность ГАЗ-51 падала до 2 тонн. Причем про 51-й никак нельзя было сказать, что его реальная полезная нагрузка могла быть большой.
Наоборот, ввиду слабости двигателя и других узлов, горьковский грузовик не терпел перегрузок. Эти перегрузки сразу вызывали поломки, тем более на бездорожье. И что же выходит? В сельской местности и небольших городах, которые тогда тоже не знали асфальта, ГАЗ-51 мог увезти 2 тонны груза, расходуя при этом, согласно заводским данным, от 23 литров бензина на 100 километров на ровном шоссе и до 60 литров на бездорожье. Но на деле даже и меньший груз 51 мог ввезти далеко не всегда. Все из-за паркетной компоновки, то есть сдвинутые вперед кабины и платформы, а также низкого крутящего момента при высоких оборотах легкового двигателя. Проходимость 51-го на бездорожье являлась крайне низкой, гораздо худшей, чем у грузовиков ЗИС и Урал-ЗИС. В дождливое время или распутицу ГАЗ-51 мог двигаться по проселкам только с помощью трактора или людской силы, а из сохранившихся документов тех лет ясно, что во многих регионах перевозки сельхозгрузов на 51-м в осенний период становились попросту нерентабельными. Так тогда писали дотационными. Конечно, такое аховое положение дел в СССР старались не афишировать, но в профильную литературу такие факты все же просочились. И вот одна из цитат. Удельный вес автомобилей ГАЗ-51 в общем парке колхозов, совхозов и автохозяйств является преобладающим. Кузов ГАЗ-51 в размерах мал и не дает возможности перевозить в нем положенные массы даже таких сельхозпродуктов, как овес, ячмень, кукуруза, и не говоря уже о соломе и сене. Широкое применение автомобилей ГАЗ-51 на перевозках сельхозпродуктов не оправдано и по другим причинам, а именно: первое. Применение ГАЗ-51 по сравнению с автомобилями большей грузоподъемности сопровождается значительным повышением себестоимости перевозок. И поэтому в ряде регионов перевозка сельхозгрузов на ГАЗ-51 с учетом цен на топливо и шины и запасные части является убыточной. Второе. Автомобилей ГАЗ-51 требуется значительно больше, чем автомобилей большей грузоподъемности, что приводит и к увеличению потребностей в шоферах. И третье, применение прицепов для работы с ГАЗ-51 крайне ограничено. И четвертое, ГАЗ-51 не обладает достаточной проходимостью в условиях увлажненных грунтовых дорог. В результате автомобили, работающие в этих условиях, преждевременно изнашиваются. И действительно, государству нередко приходилось выделять дотации автохозяйствам, которые эксплуатировали 51-й, и это факт. Речь шла не только об оплате труда каждого водителя, но и о том, что и в ряде областей в ту пору имелся острый дефицит шоферов. Также действительно 51-й крайне негативно воспринимали перегрузки и не могли работать с прицепами и полуприцепами на грунтовых дорогах, по крайней мере со своим двигателем. На раскисших грунтовых дорогах у 51-го очень скоро начинал стучать его слабенький и ненадежный мотор. В регионах с неразвитой дорожной сетью для ГАЗ-51 считалась нормой ежегодная замена или же капремонт двигателя, а некоторые прыткие шоферы умудрялись менять аж по 2 движка за год. Благо, что в запасных моторах в 51-м недостатка не было. А теперь давайте зададимся вопросом. Можно ли считать хороший грузовик, двигатель которого надо ежегодно менять? Кстати, недалеко от 51-го ушел в этом плане и хваленый ГАЗ-63, являвший собой странную смесь легкового мотора, арт-тягача по замыслу и грузовика по воплощению. И как герой старой притчи, получивший одновременные способности летать, бегать и плавать, свои функции он также выполнял довольно плохо. Он мог вести груз лишь в 2,2 раза меньше собственного веса, а коэффициент тары на грунте у ГАЗ-63 достигал 2,19 и опрокидывался на поворотах уже при скорости 40 км в час. Но главной проблемой 63-го, как и 51-го, являлся столь же малый крутящий момент все того же двигателя, лишь чуть больше, чем у «Волги» ГАЗ-21, а ведь ему нужно было крутить раздаточную коробку и оба моста. Поэтому на отечественном бездорожье и 63-му тоже требовалась помощь в виде людей, других грузовиков или тракторов. А если как армейский арт-тягач для легковой пушки не более 1200 кг на крюке ГАЗ-63 еще годился, но в качестве транспортного грузовика не выдерживал никакой критики. Как говорили про него, жрал бензин и ничего толком не перевозя. А вот, скажем, 4-тонные грузовики ЗИЛ-150 и ЗИЛ-164 являлись гораздо более рентабельными, более мощными, тягловитыми и проходимыми, с оптимальным распределением веса по осям, не боящиеся перегрузок. Ведь вес прицепа мог достигать 4,5 тонн. Правда, у них были и свои изъяны, а главное, шедшие в первую очередь в армию, на село они поставлялись весьма ограниченно. Конечно, у 355М были слабые места, но это легко ремонтировалось, и главное, не было неустранимых изъянов. Расходовал он при этом от 24 литров бензина на 100 километров на ровном шоссе и до 48 литров на 100 километров на тяжелом бездорожье.
И получается, что некий объем сельских перевозок, для которых нужно было задействовать, скажем, 40 экземпляров ГАЗ-51 и еще десяток гусеничных тракторов для их буксировки, можно было гораздо быстрее и проще осуществить всего лишь 20 экземплярами Урал-ЗИС-355М и одним трактором на всякий случай. И при этом себестоимость перевозок падала в разы, экономилось топливо и горюче-смазочные материалы, колесная резина, фонд зарплаты и многое другое. Конечно, бензин и горюче-смазочные материалы в СССР стоили копейки, но в масштабах огромной страны они вырастали до миллионов. Но неужели в тогдашнем СССР никто не умел считать? Конечно, умели, например, работники автохозяйств. И поэтому десятки тысяч 355М эксплуатировались по 20 и более лет, намного перекрывая плановую амортизацию и сроки списания. Из них, как говорится, выжимали все соки до последнего. Поэтому и большинство ЗИС-150, ЗИЛ-164 и 355М ходило с 5-тонными прицепами. Или же для них изготавливали 8-тонные полуприцепы, переоборудовав их в сидельные тягачи. Ведь автохозяйствам на чем-то надо было все-таки делать план по перевозкам, не на 51-м же в самом деле. Поэтому тысячи двигателей от 355М, из поставлявшихся в запчасти или снятые со списанных машин, умудрялись с трудом втискивать в те же ГАЗ-51 или 52, или же в бедолаг ГАЗ-53Ф, для того, чтобы они все-таки как-то хоть более-менее самостоятельно могли работать в условиях тогдашней советской глубинки. Умели считать и некоторые руководители более высокого ранга, ведь не случайно Урал-ЗИС с момента своего основания и вплоть до начала производства в 1958 году модели 355М продолжал выпускать, в общем-то, архаичные довоенные ЗИС-5, созданные на рубеже 20-х и 30-х годов прошлого века. И это происходило вовсе не потому, что заводу больше нечем было заняться, а потому что в многочисленных регионах с неразвитой дорожной сетью тоже нужно было вывозить с полей урожай и вообще осуществлять все необходимые перевозки. Однако ЗИС-50, а также демобилизированных ленд-лизовских студебекеров для этих целей явно не хватало. И от чрезвычайно многочисленных 51-х, понятное дело, было очень мало толку. Поэтому простецкие и продуваемые всеми ветрами, но выносливые и безотказные трехтонки с отличной проходимостью оказались очень востребованы и в послевоенные годы. И вполне естественное стремление как-то облагородить их и придать более современную внешность и улучшить условия работы их шоферов как раз-таки и воплотилось в создании модели 355М. И, кстати, последующее производство 355М, которое уже через год хотели было свернуть в пользу крайне нужного армии Урал-375, все же продолжилось, несмотря ни на что, до 1965 года. Этот факт тоже говорит о многом. Но что мог сделать один лишь Урал-ЗИС или Уралаз с его скромными возможностями против миллионных тиражей бестолковой для села грузовой продукции газа? К сожалению, очень мало. Достаточно сказать, что за 7 лет выпуска общее количество Урал-ЗИСов или Уралов 355 составило всего лишь 192,5 тысячи экземпляров, что более чем в 17 раз меньше, чем в 51-х. Когда в 1946 году ГАЗ-51 начал выпускаться серийно, он, разумеется, был ощутимо востребован за неимением других грузовиков отечественного производства. Но уже в начале 50-х стране требовалось, кроме него, и новые полуторатонные автомобили, а еще больше новые 4-тонные или 3-тонные грузовики. То есть автомобили с достаточно мощными тягловитыми грузовыми двигателями и притом не паркетные. Но вместо этого началось безумное и тотальное насыщение всей страны 2-тонными ГАЗ-51. Причем, если не пошедшие в серию полуторки еще можно было как-то ими заменить, хотя это не самый экономичный способ, то все попытки достичь на ГАЗ-51 хотя бы 3-тонной грузоподъемности в реальных условиях тех лет предсказуемо не имели ни малейшего успеха. И для этого в СССР просто не было хороших дорог. Да и двигатель 51-го, будучи слабым даже для 2-тонной машины, совершенно не годился для 3-тонки. И, как говорили шоферы, ну хоть наизнанку его выверни. Последующие модели ГАЗ-51Ф и ГАЗ-52 по сути были теми же самыми 51-ми, только с новыми кабинами и оперениями, которые поставляли на конвейер лишь для очередной предсъездовской показухи. Просто удивительно, что самому ГАЗу все эти неоднократные липовые успехи и явные очковтирательства каждый раз неизменно сходили с рук. И, по идее, вместо 3-6 миллионов 51-х, не говоря уже про 1 миллион 52-х, для городских хозяйств с лихвой бы хватило и 700 тысяч таких автомобилей. Словом, вместо 3-6 миллионов посредственных грузовиков одной модели нашей стране с лихвой бы хватило всего лишь 2 миллионов грузовиков 3 разных моделей в разумных величинах. Допустим, для городских нужд оставить 51-й, для малых грузов оставить 1,5-тонные грузовички типа ГАЗ-56 и также 3-4-тонные грузовички типа 355М для бездорожья.
и тем самым высвобождая миллиарды рублей. К сожалению, всего этого не произошло. Отечественный автопром всегда был очень бедным родственником таких отраслей, как авиация, танкостроение, ракетостроение, и финансировался по остаточному принципу. Руководили им порой люди случайные, не вполне понимающие реальное положение дел, и от них, в общем-то, мало что зависело. Дело в том, что у высшего руководства СССР в ту пору господствовало наплевательское отношение к грузовикам. Производят где-то что-то, оно ездит, и ладно, а хорошее или нет, неважно. В прессе все равно будут грандиозные очередные успехи, и грузы хоть на чем-то довозить-то будет можно. Лучшее доказательство тому – это сталинская премия, полученная конструкторами ГАЗа фактически за кастрацию Студебеккера. Ведь такая позиция верхов очень сильно расхолаживает и руководство автозаводов, и также конструкторские коллективы. ГАЗ, крепко почитая на собственных лаврах, выпускал по сути одну и ту же машину в течение 47 лет, с 46 по 93. Ведь ГАЗ-52 – это тот же 51, только с новой кабиной и оперением, от применения которых глубоко устаревший грузовик, увы, не становился ни мощнее, ни экономичнее, ни производительней. Иными словами, 52 по эксплуатационным показателям все равно оставался машиной 46 года. И для того, чтобы такой нюанс стал более понятней, давайте представим, что столичный автозавод АМО-ЗИЛ выпускал бы модель АМО F15 с 24 не по 31 год, а по 71, пусть даже последние годы с новой кабиной и оперением. Как вам такое? К сожалению, ГАЗ в течение многих лет выпускал не то, что нужно стране, а то, что самому предприятию было проще всего производить. Странно, что такая явная и длительная стагнация горьковского грузовиков, похоже, никого особо и не волновала, а всеми воспринималась как должное. И, конечно, одна убыточная модель не смогла бы развалить могучую некогда державу, но представьте, что в каждой отрасли существовал бы некий 51-й, то есть аутсайдер, который стягивает на себя массу ресурсов, но не дававший никакой отдачи. И сразу становится понятно, что экономически СССР был уже тогда обречен. Но как же так? Ведь ГАЗ-51 даже у водителей всегда считался отличным грузовиком. Неужели все так поголовно ошибались? Нет, не все. Во-первых, о 51-м уже изначально было искусственно создано определенное общественное мнение с явно завышенной оценкой. А во-вторых, тогда водителю просто не с чем было сравнить единственный доступный грузовик. И последний автоматически становился самым лучшим. А в-третьих, там, где в автохозяйствах была возможность выбора, сами шоферы далеко были не на стороне 51-го, о котором они часто отзывались весьма нелестно. Причем машину критиковали не только сами водители, но и руководители автотранспортных предприятий. Но в СССР их мнение никто не спрашивал и никогда не публиковал. Да и имевших возможность сравнить 51 с другими марками в те годы было не так уж и много. Ну а как же экспорт? Ведь ГАЗ-51 поставлялся в десятки стран, а в Польше, КНР и КНДР даже выпускались его копии. Но здесь все, как ни странно, логично. Дело в том, что для стран Европы, а там хорошие дороги, мягкий климат и небольшие грузы, ГАЗ-51 подходил в разы лучше, чем для СССР. Плюс к тому немаловажными факторами были демпинговые цены и конструктивные изменения под заказчика. А что касается слаборазвитых стран Азии, то там не были избалованы выбором и брали просто то, что дают. А вот расчетливые поляки, несмотря на социалистический курс, отказались от выпуска Любляна-51 уже в 1959 году. И основной причиной был слишком большой для такого грузовика расход топлива. В Китае тоже пошли своим путем и начали модернизировать свои копии 51-го, устанавливать туда более мощные моторы. А в КНР возник настоящий заповедник клонов 51-го, выпускающихся практически без изменений, и поэтому, если бы в СССР, как ровно и в КНР или КНДР, для грузовиков существовал бы естественный отбор в виде предпочтений покупателя, который голосует за ту или иную модель своими средствами, позиция ГАЗ-51 была крайне скромной, и уход со сцены был весьма ранним и незаметным. Но в удивительном и полном нелепости и парадоксов в Советском Союзе 51-й искусственно взращивался и пестовался столько лет, заботливо и даже благоговейно, что до сих пор он предстает в виде легендарного грузовика-труженика. Но на самом деле это было, увы, не так. И вот такой рассказ у меня получился. Если вам понравилось видео, то не забывайте подписываться на мой канал. А поддержать мою деятельность можно при помощи сервиса Boosty. Все ссылочки есть в описании. До новых встреч. Пока-пока.